Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в игру Stationers. Выживаем на Марсе. Сегодня я планирую заняться приведением в порядок своего комплекса теплообмена. То есть у меня там есть опорный бак, в к которому подключается охладитель воздуха жидкостный, вернее не жидкостный, а газовый. Вот, и я хочу привести в порядок эту систему, потому что она мне не до конца работает. Я, по-моему, понял, что нужно делать с теплообменником. И там же у меня есть вода. Собственно, воду надо тоже перенести в общую систему газа, все это соединить. Сейчас будем пробовать заниматься. И что у нас здесь? В прошлый раз я занимался подключением кислорода прямо с системы обмена газов. В порядке. Сейчас быстренько что-нибудь откусим и пойдем заниматься. Откусим, кого-нибудь водички наберем. И побежали. А что я там хочу по системе газа? Мне, во-первых, надо разобрать комнату. Желательно, наверное, разобрать. Да, надо разобрать. Воду я собираю в том же комплексе, где я сделал в прошлый раз газовые фильтры. Там же будет и вода. Ну, соответственно, я все туда переношу. Комнату я, наверное, полностью разбирать не буду. Я ее сделаю гидропоникой в итоге. Или перенесу. Надо, в общем, подумать, что я там хочу получить. Для начала зайдем внутрь, посмотрим, что там. Вот он, теплообменник у меня здесь лежит на полу. Я его снимаю. Вот. Дальше я, наверное, вот эти вот все газы, я их не буду разрушать, я перенесу газ, потому что это все-таки объем, он накоплен. Его не хочется терять. Что у меня там? Да, у меня там опорный газ находится, все подряд. Я его перенесу. Перекачаю, вернее, если быть точным. И жидкость у меня вот здесь вот вода. Здесь не только вода, комплекс газов всяких. В общем, тоже надо все это перекачать и очистить. Я, собственно, этим сейчас и займусь. Так, что мы имеем? Все разбирается. Комната вакуумированная. Собрать быстро вакуум несложно. Поэтому я это дело снимаю. Выключу. Значит, в первую очередь мне нужно вот этот газ забрать отсюда. И забрать его надо так, чтобы остался опорный газ для охладителя, потому что растения подохнут. 4 мегапаскаля. Вот у нас охладитель как раз стоит с этой стороны. Ну, тогда я что сделаю? Я возьму вот эту трубу. Это здесь ее. Так, надо думать, что, чтобы сейчас не наделать делов. Охладитель остается, опорный газ остается. В трубах тоже есть газ, его бы тоже не терять. Сейчас вот это разберу. Не разбирается. А, это... так.
Для разборки нужна болгарка. Ну, болгарка резанем. Начнем разбирать потихонечку. Ключом снимается дверь. Почему я это разбираю? Ну, потому что я здесь буду гидропонику в итоге строить. Надо и чердак поднять выше. И здесь с газами решить опорник сделать более удобный. Компактный, скажем так. И вынести все эти газы туда, в газовое хранилище. Это приоритет номер один. Что у нас здесь еще снимается легко? Эти штуки снимаются. А насос возьму. Да, бывает такое, что что-то собираешь, потом что-то разбираешь. Сты здесь. Сты сюда. Обменник сюда. Полный шкаф уже получается сразу. Это дверки. А, у меня там было правильно. Было как надо. Мне нужны регуляторы давления, а лучше вот даже насос. Не, лучше регулятор. Регулятором более точно получится перекачать. Чуть дольше, но точнее. Провода у меня есть? Есть. Что я хочу сделать? Я хочу в эту трубу, которая остается здесь пока с опорным газом, сделать давление чуть-чуть побольше, хотя бы до 6 мегапаскалей. Для этого мне надо перекачать газ. Обрезать эту часть. Она осталась, вот эта вот вся часть отдельно. Туда. Значит, вот так, да?
Ну, здесь дело не хитрое. Надо, главное, поставить так вот, например, 6. А вот тут, чтобы он не выкачивал наружу, поставим 6,050. Включим. Сейчас часть газа перейдет вот в эту трубу. Потом у меня план очистить этот газ, оставить только углекислый. Сейчас до 6 накачает, и мы так оставим. А вот это все демонтируем. Ну не все, а выведем трубы на улицу и перекачаем вот с этого бака распределитель. А потом у нас освободится бак, и мы сможем его использовать возле печи. Пока он думает, я схожу за трубами. Труб мне нужно будет сейчас много. Причем всех, и жидкостных, и нежидкостных. Кто-то спрашивал по шлюзу, что не так работает. Я думаю, отдельно лучше выпустить видео, потому что, ну, как бы шлюз это давно изъезженная классика, но все равно. Может, где-то отдельно сделаю. Что нам надо? Трубы надо. Трубы. Вот эти-то. Я пока не хочу брать, пусть лежат. Соус мне понадобится, наверное. Здесь ничего полезного нет. Трубы у меня какие? У меня только газовые. А жидкостные, наверное, там на улице в шкафу лежат. Так, что здесь у меня? И 37 труб. Как-то вот уже попросторнее стало. Убрал отсюда устройство. Все, накачал, можно выключать, экономить. Да, можно экономить. Низкий заряд. И заряд, говоришь, да? Заряд и низкий. Ну, мне надо вот в эту трубу вклиниться. Ей передать наш газ, перекачать. Для этого я сейчас, так как это будет временная труба, а не постоянная, то есть если вот белая труба это постоянная, то вот эта вот труба у нас временная. Соответственно, я куда-нибудь вон туда воткнусь, где-то вот по ребру пойду. По ребру я пойду чем-нибудь контрастным. Просто оставил трубу, чтобы не на пол бросать. Зашел фиолетовый, я ее увижу.
Сюда я насос поставлю. Или насос, или регулятор давления, что-нибудь. Лучше насос, быстрее будет. Где я там вылез? Тут я вылез. Ну и мне, собственно, с вот этой вот трубой надо подсоединиться. Что там у нас накачалось? Накачалось. Можно выключать вот эту штуку. Можно её даже убрать. Теперь мне надо сюда зайти и подсоединиться. Самый простой способ вот тут обойти, я думаю. Я ее сейчас приподниму, потому что электричество здесь лежит, не хочется его одевать. Эстетику как бы нет, это времянка. И с той стороны надо насос поставить. И воду тоже надо будет туда же перекинуть. У нас все в одном месте. Насос. Насоса у меня с собой нет. Значит, пойдем сделаем себе насос или найдем в шкафу. Что у нас здесь в шкафах? Вот есть насос. То, что нужно. Насос. Трубы. Так как я перегонкой буду заниматься, то мне, наверное, все равно какие. Я заберу трубы. И жидкостный насос возьму тоже. Что здесь по жидкостям? Надо повернуть. И потом сначала включу качку. Быстренько ее к электричеству подсоединю. И мне ближайший кабель. Ну и поехали качать. Там получается вот это все подряд. Куда мы перекачиваем, потихонечку пошел процесс. Можно даже увеличить скорость. Да, выключаю микрофон, кашляю, горло болит, никак не становится. Прям какое-то хроническое состояние. Может быть, воздух сухой. Да, объем у меня здесь большой, поэтому я смело 10 литров включил, и пусть он его качивает.
Ну и можно повключать сразу фильтры. Там по-любому тянет все подряд. Да, там все есть. Ну, почти все. И вредные вещества, и углекислый газ. Кстати, я углекислый газ куда-то собираю? Нет, я его никуда не собираю, а надо. Ну, значит, будем сюда собирать углекислый газ. Значит, мне надо еще один атмосферник поставить. Но это все по ходу дела. Жидкость тоже надо перекачать, забрать. По ходу дела. Он же сюда не станет, да? Я же здесь сделал выход. Отступить немножко в сторону будет. Еще отступим. Сейчас пока углекислый газ у меня побудет в общем резервуаре. Его там немного. В общем-то процесс идет. Пока процесс идет, я пойду займусь установкой жидкостных труб, чтобы их забрать жидкость оттуда всю. Я могу даже начать отсюда. У меня есть цистерна. Эту мы систему оставим, пусть он гоняет туда-сюда. Хотя там же водичка мне нужна чистая, а не просто какие-то газы. Не просто так, да? Тогда мне придется здесь убрать. Ставим здесь чистую воду. Ну или насколько она чистая. Через фильтр пустить воду отдельно. Пусть будет пока так. Что у нас там? Газы я все туда вытащил? Да, труба пустая. Раз труба пустая, предположим, что это будет у нас жидкость. Если я не буду туда кидать никакие льды типа этого нитриса, то жидкость останется жидкостью. Можем даже ее... Что мы... Вот эту штуку отсюда уберем. Да и эту штуку мы отсюда уберем. Переставим их потом в другое место. Труба у меня освобождается одна. Еще одна. Отлично. Чистенько получается. Более-менее. Это будет закладка под углекислый газ. У меня есть? Нет. Можно выключить пока. Есть. Собирает. Закончился. Азот есть. Кислород имеется. Там тоже уже. Было 2 мегапаскаля давления, осталось 1,5. Тоже хорошо. Воду заберем. Как мы заберем воду? Трубами, естественно.
Да, здесь насос можно поставить сразу. Ему здесь они ближе поставил, ну потому что я провода притяну быстрее сюда. Сразу провода поставить. Включим, чем пойдет. 10 литров буду выкачивать сразу. Я так дотянусь, нормально. Кстати, лайфхак, можно по трубе ходить. Закончились трубочки, да? Их есть 11 штук. Вода остынет. Думаю, что он там быстро остынет. Бы зайти куда-нибудь отсюда. И вот так, значит, сделаю. И воду я отсюда заберу. Ту воду, которая есть. Я же ее не зря копал. И воды мало, я ее редко нахожу. 117 литров жидкости. Заодно очистим от всех этих примесей с газами. И вот здесь остается у нас прям немного. Можно пойти второй насос включить. Поехали. Качаемся. И здесь у меня, значит, все подряд. Это все подряд надо пустить через фильтрацию. Или вообще газы отсюда просто выгнать. Да и делов. Газы я могу выгнать элементарно, я уже знаю как. Мне надо этот вот клапан продувки, надо его к электрике подключить. Выходит, на место ставим. Надо было не убирать его отсюда. Включить его к железяке. Выгоняет газы. Сейчас останется только вода. Ну, испарение воды он тоже выгонит. Но не очень хорошо. Переполнен.
Да, вот эти все газы он заберет. Вода жидкая останется. А так вода, которая в газ превратилась, она, конечно, будет в этом баке находиться какое-то время. Там он забрал. Ну, там совсем немножко осталось. У меня бак отходов, говоришь, переполнен. Да, пора заменить. А ты там... Чем его ковырнуть? Так, разводной ключ. Ну и, наверное, можно уже срезать. Да будет с ним тоже поразбираться, с этим очистителем. Что у нас здесь в итоге остается? Немножко остается. Добирает. А жидкость, вода. Ну, вроде бы ничего нету. Да, всю жидкость выкачал. Остались примеси газов и пары воды в баке. Газе и газе. Так что, в принципе, это можно уже разбирать сразу. Бак переполнился. Так, а тут что? Ну, здесь еще что-то есть. Забирает. Пока я решу свои бытовые вопросы, мне как раз можно будет это уже и демонтировать. Позабираю вот такие штуки. Им там его кусачками, наверное, Низкий колупнуть. Болгаркой можно резануть, да? М? Так, дальше что? Дальше вот этим снимать. И монтаж. Монтаж. Да, теперь уже места нет. Инженер опять хочет. Все хочет сразу. Заряд хочется. Бак сбросить с отходами. Да и кислород заканчивается. Бак с отходами. В принципе, он в трубу идет, там не так много. Здесь не лопнет. Да, и надо торопиться, потому что я на самом деле вот этот опорный газ, на котором работают охладители, он сейчас ничем не охлаждается. Да он и раньше ничем не охлаждался. Тот пламенник, который у меня стоял, он там стоял как бы для галочки, он не работал. Соответственно, надо сейчас делать, чтобы работал.
час и в ближайшее время, в ближайшие серии. Чка поспела. Так, что у нас здесь? Быстро жрём опять. Надо что-нибудь надкусить. Это надкусим. Это попьем. Побежали дальше демонтировать. Место как раз появилось. Надо не забыть будет пшеницу пойти вернуть. 5 вернее, с грядок. Что тут по объемам? Осталось прям совсем чуть-чуть. Такое ощущение, будто насос его уже не тянет. Там с водой жидкости нет вообще. 2 моля. 2 моля. Там есть кислород. Причем, ну там 7 килопаскалей. Даже чуть-чуть совсем. 300 молей того, 12 молей всего. Короче, разбираю я это дело. Будем дольше ждать. Дальше будем ковыряться. Я пока разберу. Теперь можно разобрать и газовые. Здесь надо понимать, что у меня сейчас по оранжевую трубу, которая за спиной у меня осталась, вот в эту, скидывается углекислый газ и вредные вещества. Вредные вещества из фильтра скидываются, а углекислый газ сюда сбрасывается с моих баллонов. Да, и там опять жидкость появилась. Такое-то решаемое, уже понятное. У меня 2 бака изолированных получаются. И помещение у меня неплохое здесь остается, но я потолок все равно буду подымать. Здесь можно будет что-то сделать, придумать. По поводу вот этого опорника, его не хочется терять. Его пока я оставляю. Провода я заберу. У меня здесь по проводам, и что здесь вообще происходит? Да, туда тянется электричество. Значит, здесь нельзя все провода забирать. Я здесь оставлю какие-то связующие. Это вот связующий.
Всё равно надо забирать, потому что это же провода, они еще пригодятся. Постоянно нужно очень много, везде и на все. Кстати, помещение можно это либо под гидропонику пустить, либо сделать здесь производство. Я склоняюсь к гидропонике. А вот так. Это еще тоже заберу. Ну и гидропонику я бы делал на самом деле вход изнутри. То есть тоже шлюзовый вход, но чисто изнутри жилого модуля. А если производство, я думаю, его надо делать с той стороны, на ту сторону базы. Там буду идею подсмотрел сделать бесконечный склад. Вот я буду делать себе его с той стороны. Потому что это удобно. Как минимум, это просто удобно, бесконечный склад. Я уже на самом деле устал перебрасывать эти слитки так вот по кругу со всей этой системы. На гидропонику тоже надо делать, потому что там руками... Вот я сейчас рискую вообще потерять урожай. Так, не очень бы хотелось терять урожай. Провода, вернее, не провода, а эти трубы я отнесу туда, потому что я с ними еще с этой стороны буду работать. Они мне здесь нужнее. В данный момент. Это что такое? Кстати, можно же заварить. Вот. А здесь, кстати, можно сделать, пока я здесь копаюсь, но шкафчики немножко порациональнее использовать. Надеюсь, не улетит. Чем там его снимают, шкаф? Вот, во-первых, его можно большой поставить. Такой я не поставлю. Вот. С одной единицы я могу вот такой большой поставить. Тут, например. Правда, он на пороге будет стоять. Я же ближе никуда, да, не могу. Ближе я все-таки могу. Я могу их вот тут поставить. Смотри, и угловые есть, какие хочешь. Такой я поставлю. От стены немножко отойду. Удобнее будет банально. В нем ячеек больше. Вот намного больше, чем просто вот так. Так, и цистерна мне здесь нужна будет, и жидкостная тоже. То есть я здесь буду с газами работать, значит, и материалы будут у меня здесь лежать. Потом еще краску надо будет сюда принести. Будет очень удобно. И второй шкафчик тоже. Получается, с одного шкафа у меня прям куча ячеек. Да, так поуютнее. Теперь что у нас? Я демонтирую. Это тоже.
просто у нас как бы переезд такой небольшой. Но необходимый. Ну, кстати, вот эту трубу можно и не тянуть было вот так. Я же все равно опорный буду делать пока еще газ, пока я не разобрался с термодинамикой как таковой полностью. Ну и от печи я еще ничего не забираю. Там теоретически можно было и не заниматься съемом этой основной магистрали. Но я ее снял. Тут остается аппендикс. Что у нас тут по жидкости в итоге? 111 литров воды причем. Есть подмерзшая вода. Есть газообразная подмерзшая. Но зато у меня нету примесей сейчас газовых других. Это да. Зря я так, конечно, делаю. Вот. Газы останутся на выкачку. Здесь надо соединиться. Что мне надо? И вентиль с собой не брал. Интересно, вот этот вентиль умеет так же делать? Нет. Только односторонний, либо двусторонний. Насосы. Кубы вот они, пожалуйста, все. Прям удобно получается. Что дальше? Ну вот я демонтировал почти все здесь. Соль сниму и сниму датчик. Это все пригодится, конечно же. Здесь даже лампа. Ну да, она завязана на общую систему, я здесь так не включу. Так, что мы делаем? Наверное, еще здесь вот отдерем листик. Не, пусть лежит, я когда буду зашивать. Мне как раз просто стеночку переставлю вот туда, да и все. Теперь вопрос опорного газа. Выхлоп у него, конечно, есть. Давление здесь потихонечку собирается, особенно при нагреве. Его нужно остудить. То есть вот эта штука должна остужаться. Остужаться она будет. Самый простой вариант тупо за счет атмосферы. А кибитку эту либо забрать, либо пока так оставить. Еще момент, я хотел сюда углекислый газ подключить. Но у меня нет сбора углекислого газа. Поэтому в данный момент я, наверное, сделаю очень просто. Я поставлю сюда радиатор, и пусть оно охлаждается.
А эта штука работает на сброс лишнего. Тогда я буду терять углекислый газ каждый раз, когда буду откачкой заниматься. Это один вариант. Второй вариант, сейчас глянуть атмосферную машину, поставить и сделать нормальный сбор углекислого газа, соединить его с этой всей системой. Да, и температуры нет, потому что там баков нет. Вот, это все углекислый газ. Вот эта штука откачивает вредные вещества туда же. Что можно сделать? Что можно сделать? Пока поскладывать вещи. Как минимум. Я демонтаж выполнил, газы переместил, как хотел. В принципе, задание, которое я планировал сделать, я сделал. Надо собрать вот эту пшеницу. А, уже семена дает. Классно. Интересно, семена будут деградированы или нет? У меня есть семена. И они уже больше не стакаются. Их по 10 штук. Но выкидывать я их не буду. Это я сделал. Время серии подошло к концу. Дорогой друг, спасибо, что был со мной на этом видео. За твой лайк, поддержку и комментарий. Особенно благодарен тебе за советы по поводу самых различных вещей, с которыми я разбираюсь. В частности, это теплообменники, программирование и самые разные штуковины. Всего доброго. До следующей серии. Она выйдет завтра. Пока.